Hello, hello, привет, привет всем, хай хани. Добро пожаловать на стрим, привет, суп. Всем привет. Сегодня у нас последняя часть стрима по Стэнли, то есть третья часть не будет. Постараемся, во-первых, посмотреть все, что у нас еще осталось в Ультра Делюксе. Я кое-что все-таки проверил, где надо свернуть для концовок Ультра Делюкса. Эта неделя будет немного напряжной, потому что вы видели, в расписании нету времени для некоторых стримов, потому что не ясно, когда они будут. Так. Ввести текущее время. В прошлый раз мне сказали, что можно ввести свое любимое время, так что... Что там? Так. Какое любимое время? 5? 5 ли? Или нет? Опять что? Я забыл. Ну ладно. Пусть выберем так. Ваше любимое время. Да. А у тебя выходные с 1 февраля по 7? О, поздравляю. Хорошо, что выходные. Или вы не смогли держаться, снова выставили правильно. Но, кстати, я так и сейчас подумал, что это почти правильное время. Я ведь знаю, как вам нравится выставлять точное время. Теперь мне интересно, точно ли вы сейчас... 5... Ну, мне тут нужен еще один ползунок. Сколько точно время? 5 часов. Вообще... Почти точное. Если я, правда, не перепутал автор RPM. Вы знаете, неважно, насколько точно вы выставляете часы. Мне просто нравится выбирать настройки. Я больше знаю о вас и о том, какие настройки вы предпочитаете. Приятно собирать данные. Не понял. Вот бы нам еще ползунков, но, кажется, у меня все кончились. Может быть, я придумаю новые ползунки, чтобы больше о вас узнать. Дело плевое, сейчас накидаю пару новинок. К следующему запуску игры должны быть готовы. Да какой следующий запуск игры? И их не будет. Все, погнали. Как у тебя суп дела, кстати? Вообще у меня тоже получается выходные, но эти все выходные заняты турниром. Так что не очень приятно. Так, нам нужно на синюю дверь выйти. Лишь бы быть вместе. Иди в пень. Мы сегодня идем со своим ведерком в синюшную дверь. А там нас ждет такое. Да, ведро. Я, кстати, узнал, что вот те концовки в конце с ведром, чтобы их было больше, нужно другие концовки позакрывать в игре. А я этого не так делаю. Don't go to the meeting room. Go somewhere else. A cargo lift. Yeah, good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I Это мне need you нужно to туда do. сейчас. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have Куда alarmed him, стоило of course, напрячься, because ведь buckets ведра не... can't Да не talk. говорят But они Stanley chose ничего. not to think about this obvious fact. Мы идем He was сейчас. firmly convinced that the bucket had spoken Мы to даже him, не будем and слушать he ведро. unthinkingly did Не, whatever the я его не bucket asked. подчиняюсь. No, stop. Look there on the wall. You see, А это у there's меня a не sign ведро. right there. It says, "No buckets past В this смысле? point." Stanley, how could you think it was okay А у меня to не bring the ведро. bucket here? Unless, what if the problem is that Да. you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? С чего As вдруг if ты you подумал, haven't что у меня explained a ведро? lot about your А? behavior up to this point. Which, if that's true, well, my goodness, I think we have to do something about У it. меня, между прочим, This переносимый стакан. misunderstanding could have dire consequences on the entire За rest of стаканом the тут game ничего не if not написано. addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is Что такое ведро? dependent on your Сама суть нашей understanding of истории what зависит от того, как ты is понимаешь, and что такое isn't ведро. a bucket. Please, Зайди-ка сюда на stand here минутку. for a moment. Ну, ладно. Зашел. Мне же не разлучаться с моим ведром? Вроде нет. Now then, Это ведро? I'm going to run you Это through вообще some несколько test тестовых scenarios, сценариев. and you'll tell me А ты мне whether or скажешь, not the thing показываю I'm тебе showing ведро you is a или bucket. нет.
Несложно, правда ведь? Так мы точно определим для себя, что есть ведро, а что нет. Ну, поехали. Поехали, поехали. У него конусообразная усеченная форма, у него есть ручка. Это стакан? Нет. Черт, это голограмма ведра, не настоящее ведро. Ну вот, вот, видите? Это не ведро. Нет. Я чувствую, что... Территория модели, а не настоящее ведро. Дай, блин! Чуть-чуть игру погромче, давай. Вот так. Это ведро. Давайте еще раз подумаем. У него опять форма усеченного конуса. Открытый вверх. Есть ручка с петельками, вот этими маленькими. Есть деревянная штука. Но у него нет наклеек, на котором указывалось, что это ведро, так что нет. В смысле? Ну вот, но я говорю, что это... В смысле, это не ведро. Ну вообще, конус... Форма конуса. Есть и ручка с петельками. Есть куда вливать воду, вон там сверху проемкость. И между прочим, у него где-то есть наклейка, просто я не вижу. Да? Это трактор. Просто проще, чем это не бывает. Как ты его умудрился провалить? Ладно, давай следующий. Да это не трактор, это обман, это ведро. Ну да, то же самое ведро. Вот, видишь? Мы правильно угадали. Нет. И да, и нет? Что? В смысле, да, и нет? Он наполовину ведро. Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. Should be around here somewhere. Что это? Что это? Yes, thank you. There's nothing here. Of course it isn't a bucket. We both know full well nothing isn't a bucket. Wait, when I say nothing isn't a bucket, that makes it sound like I'm saying everything is a bucket, which of course is not true. Unless, is that what you think? Answer me straight, Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a bucket? Все есть ведро. Что есть ведро в вашем понимании? Все ли есть ведро или ничто не ведро? Все или ничего? You know what? I'm too confused. Слишком запутался, чтобы разобраться. Абсолютно ничего не понимаю. Что есть ведро? Что не есть ведро? Не секунду назад я точно знал ответы. А теперь как будто плаваю. Да, да, тоже ведро. В тебя можно налить жидкость. В смысле ты не дал мне нажать на кнопку? Нет! 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 Он запустит машину! Так если все ведро, то он сотрет все. Да! Я тебе об этом и говорил. Неправда. Ты записанная просто голос ведра. You're still here. You're not a bucket either. Oh, this is wonderful news. We're not buckets. Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact нет, не того факта, что вся игра пропала. Конечно, вся игра пропала. Видимо, придется все вернуть ведра. Да!
Да, мы будем знать, что все вокруг ведро. Но ты лучше больше никому не рассказывай. Знаешь, что такая новость может сделать с человеком? Ну, поехали. И откуда мы начнем? Если все есть ведро, то ничто тоже есть ведро. Хорошее ведро. Сильное ведро. Скромное ведро. В смысле, ты и так живешь в ведре, суп, ты только не говори никому, потому что все есть ведро. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Да ничто не оказалось справа. Mind, the bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the. Мы опять упадем туда. Интересно, он снова скажет, что с ведром нельзя? При том, что, типа, мы выяснили, что все ведро. Это в банке. Так банка это тоже ведро. Ты суп в ведре. Ведра говорят, потому что все ведро. И ничто одновременно. Надеюсь, нас сейчас не остановят, потому что придется перезапускаться. С ведрами запрещено. Так мы выяснили. Не говори, что опять будет. Мы же проходили эту штуку. Без ведра там будут двери. Надо будет там ведро, видимо, бросить. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story. Да я понимаю ведро, что такое. Так мы уже проходили это. Видимо, сейчас придется перезапускать. Давайте заново начнем. Раз с ведром то же самое. Придется его пропустить. Кстати, я знаю, что шарики будут противоположными те, которых ты выберешь. Типа их можно сделать синими, если выбрать противоположную штуку. When Stanley came to a set of two open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. The lounge was sublime. Произведением искусства. Конечно, конечно. Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. У меня в смысле, меня никогда не увольняли. Слушай, Стэнли, ты, кажется, что-то неправильно понял. Я не прав, тебе прав. Понимаю, что трудно в это взять и довериться незнакомцу. Ну что, вся эта история крутится исключительно вокруг тебя. Есть кое-кто, на кого ты наплевал, Стэнли. Что? Да. Конечно. Что ты хочешь мне? Мы идем в синюю дверь. Стэнли, ты собрал уже почти все статуи Стоунглерки. Скоро найдешь последнюю. Ладно, конец так. Да в смысле у нас были фигурки? А давай, вперед, вперед! Нельзя вернуть сюда, где у тебя нет статуи Нуклеира. Да как вы говорите это слово? Стэнли зашел в красную дверь. А если я дальтоник, кстати? Вот интересно. Да. Дай, дай. Что там? Что в конце пути? В смысле? Because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you wanted?
О, да, это стена Сорского движка. Как же я их обожаю. О, привет, Артемка. Я видел, вы там с Данечкой дом делаете, да, он видел, все, я все видел. Автомобили, дерево на... О, давай дерево на... как в Path of Exile. Я так покажу тебе какую-нибудь свою новую идею, а ты скажешь. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead. Okay, I'm going to stop you there. Так, скажи, нравится ли тебе эта новая версия? Выбор стал шире. Вообще, чем больше выбора, тем больше выбора. Привет. Привет, Данечка. Подглядываю? Да неправда. I mean, I can understand if you had reservations, you saw ways the game could be improved to more fully express itself mechanically and artistically, but a one... На единице, да, мне не понравилось у тебя недоделанные текстурки. Вот в Rotten Soul, там текстурки все доделанные. Based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of this one. Let's take a look. Я не отрицал, что я могу подглядывать. The Stanley Parable. Так, нам сюда. Так считаешь, таблица лидеров добавила тебе мотивацию заходить в новые двери. Я даже не успел ее просмотреть. Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on. Хаешки, да, плюс кошка жена и пачка рис. Так это самое лучшее, все. In this game, the baby crawls left towards danger. А он черный или нет? Если он будет догнать, ты проиграл. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands. Это очень глубокая игра об отчаянии и скуке. Боюсь, ты кое-что не знаешь. Я ем детей, особенно жареных, так что я их сейчас прям покушаю. Давай. О, он сейчас заткнется. В смысле, я их ем, и их как могу ненавидеть? Я их очень люблю. А очень хочу. Пас? Давай, все. Вот сейчас, по идее, должны быть новые, кстати. О, да, давай в чужую сыграем, там получше. Только не League of Legends, пожалуйста. А тут будет Rotten Soul? Должен сработать. Давай попробуем. И это будет... Все, что я видел, это вроде первый это Firewatch, а дальше я не знаю. Да. О, чудесно. Как думаешь, о чем эта игра, Стэнли? Какая тут предыстория? В чем мотивация? Может, ты играешь за сторону мужика, который... Грязными гражданами засев в своей странной башне. Это прям как я? Подглядывать. Для Майнкрафта я не знаю. Я знаю, что сейчас... Тут будет Firewatch. Посмотрим, что там снаружи. Давай, выпусти. Ох. Прекрасный Firewatch. А как спуститься? Ой, не с той стороны. Мне это уже в разы интереснее, чем Стэнли. А я видел, кстати, что вы вчера с домом делали, там с Мев еще сидела, там Ира потом пришла, меня Мев звала, но я не пришел. Давайте рацию, я пошел. Это так. Это игра с открытым миром. Ох, славно, Стэнли. Что там пронесло? А дырка. Дырка. Никакого пути. Можно идти куда глаза.
thank heavens Эй, you're выпустите already меня, я out of the woods люблю now, open Stanley. world. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably Хорошо. something with walls. Вот что-нибудь со стен, Something с with огромными nice, неприступными big, стенами. insurmountable walls. Hearts of Iron. This will be just Погнали. Красим карту. Это же Rocket League! Ура! wonderful. Я, See, кстати, this is обожаю exactly Rocket what League, I правда, had в in нее mind. особо много не Just a играю. nice big box for you to Огромная run коробка, в around которой in. можно There isn't воле any набегаться. possibility that you could get Практически lost here. невозможно Now, this заблудиться. is game design. Да. Stanley, if Стэнли, you manage если to сумеешь get заблудиться lost в in этой this игре, game, I will be я буду невероятно phenomenally впечатлен. impressed. Тут дырка. Okay, so what exactly do we do Мяч! here? Let's Давай, see. давай, я There are знаю. lots of cars here in Куча the back, машин. but obviously Но there's трассы no явно никакой racetrack. нет. Okay, I'm seeing that Так, there's a вижу. ball of some kind Там back есть here. какой-то Is мяч. this Где, game где, где, где? sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Oh, what fun. Кстати, We Ступ, shall как ты run the смотришь bases and на do a Pal touchdown World? together. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have Давай, fun. давай, я хочу. Чу. А почему тут нет музыки из этого, из Rocket League? Я обожаю ее. Я обожаю музыку из Rocket League. Она там очень мемасная Are you получается. doing it? Are you winning? Is this fun? Is it better than my Hold on. What are you doing? Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Филинг кабинет. Ой. 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 Это, видимо, самые первые, что ли, прототипы Стэнли? Ну, выглядит очень прикольно, потому что это прям старый, это даже текстурки в Source, это старые двери, это все. Звуки, я как будто в Гаррисмат попал на хоррор-карту. Блин, у меня нос чешется очень сильно. Кстати, так что, Суп, как ты смотришь на то, чтобы в Palworld? Ну, я, правда, не знаю. Нож. Давай, что давать? Давать тебе датчику? Так тут нет бани-хопов, я не могу прыгать, если бы я только мог. Это двери, кстати, это прям... Это обратно. Без рассказчика скучно. Да нормально, мы сами сейчас себе. Стэнли пошел прямо на свет. Он решил вернуться в свою комнату 427 и продолжить нажимать кнопки, как ему и говорили. И оказывается, за Стэнли все время следили. Лох получается. Да, получается. Интересно, что он нашел? If what he wanted Если он was хотел to be писать the сценарий leading для man своей in his own истории, story, well, perhaps he's gotten it. Down in хотел делать это wherever he is right now. где бы он там не I был. wonder if he's Интересно, happy with доволен ли он his своим choice. выбором? And if he's learned the Понимает heavy ли, cost какой that ценой он comes with it. достается? He'll understand soon Скоро он what I поймет, was что я trying to пытался ему tell him. объяснить. He Я needs ему me. нужен. Someone who Нужен will wrap кто-то, everything кто up at сведет the вместе end, все make концы. sense out of the chaos and the fear and the Слетет смысл из confusion. хаоса, That's who I страха. am. Это моя роль. That is what Вот I почему я mean to важен this для world. этого мира. Oh, yes. Yes, О I'll be да, back. я еще There's no вернусь. other way. Это точно. Once this ends, after Когда it all закончится, comes to когда a останется, close, then I'll be остановится, back. я вернусь. The end will be here Конец soon. уже близок. Очень Very близок. soon. I can wait. Я подожду. А вы опустите, дайте дальше писать свою историю. Я так расскажу. Стэнли пошел прямо и высвободился. Понятно? Надеюсь, что понятно. Так, ну вот эта концовка достигнута. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. И Perhaps he had проблема в simply missed a том, memo. что я больше не знаю других концовок Ультра Делюкса, которые можно было бы. Вспомнил. Все, мы идем как обычно. Мы идем сейчас в кабинет. When Stanley came to a set Блин, of надо two было open с doors, этой... he entered the door on his left. Мы идем в кабинет директора. How we can find them? Инстинкт перфекциониста. Найдите их все, получите награду.
Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here. So he turned around, and coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Так, тут вроде все ок. Добро постучать по 430-й двери. Опа, этого не было. Куда это я? О, музыка из лифтов. О. А почему она обратно ничего никуда не везет? Почему рассказчик ничего про лифт не говорит? Мне кажется, все равно на лифт. Ну, видимо, да. Тогда идем туда. Кот, живо! Суп, кот, суп, живо! 4, 2, 5, 8. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. Да, он там подпевает. What he could not have known was that the keypad 2, behind the 8, boss's desk 4, 5. guarded the terrible truth that Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. New Age. Пусти! Как все 20 пальцев знаешь. And rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Скайся в глубины здания, Стэнли почувствовал себя как-то странно. В его груди шевелились чувства. Он словно стал мыслить свободнее и задаваться вопросом о природе своей работы. Почему именно сейчас? Хотя это годами не приходило ему в голову. На этот вопрос скоро будет получен ответ. Упс. О нет, отмена. Вообще-то Стэнли вернулся в лифт и поехал обратно наверх. Что это я? Что? Зачем Стэнли это сделал? Хотя понимал, что просто вернется в кабинет начальника. Отличный вопрос. Сам хочу знать. Это связано с тем, что мы не хотим знать тайны компании. Мы не копаем по своей компании, мы хороший работник. Here we are, Stanley. It's your boss's office. Exactly the way it was before you got onto the elevator. It's still just exactly what it is. Да. What a decision you've made to come up here and look at the office again. This has fleshed out the plot of the story in new and fascinating ways I could have never anticipated. It's that keen eye for storytelling that you have. An incisive rapid fire of critical plot points, one after the other, weaving a rich tapestry of uncompromising narrative. Wow. А тут вот закрыли же окна. Ладно, мы вниз спустимся, так и быть. Уговорил. А теперь он возвращается к лифту и снова идет вниз. Конечно!
Я шиз. Surely this time Stanley will walk forward into the spooky corridor. Нет, мне очень страшно. Did you think we were going to Можно go пойти forward down the направо, spooky corridor? а не в лифт? А там было куда? Там же вроде некуда идти. Там же вроде вообще I некуда. can't even begin to grapple with what might be up Что there. там наверху? Is it the Что? boss's office again? Or what if it's the boss's office this time? The suspense is killing me. Я буду сам музыкой в лифте. Пам па ба бам пам пам па ба бам пам па ба бам пам пам па ба бам пам пам па бам пам. Oh my god. Это It's кабинет the начальника. boss's office. This absolutely Это changes вообще everything все for me. меняет. Give me a time out here for a minute while I process this. Please hold. Ну, пока поговорим с вами. Как у вас дела? Как день прошел? Чем занимались сегодня? Как бы 5:30 уже, поэтому поговорите с вами. Так. Okay, I'm ready. I'm prepared to embrace this stunning revelation and to move forward with... No! No, wait! No! I need more time Ладно. to process. Он опять. Желтую кружку хочешь такую же? Я хочу такого болванчика себе, как у кружки стоит. All right. Ладно, я I have полностью это fully come to terms with it. I have made Начало space in my новую worldview for this свою astonishing картинку new мира. reality. As before, снова жду I твоих turn to your безупречных сюжетных expert eye ходов, for gripping мастер narrative, Стэнли. Master Stanley. Of course. Ну, конечно, Going back разумеется, down снова the вниз в лифт. elevator. How На did I лифте. not anticipate И как я не it? I подумал. mean, sure, now Это it's ведь так obvious, but you have to очевидно. understand На that минуту назад 30 я seconds помыслить об ago, этом не this мог. kind of thing Никто и had never никогда не been пытался attempted совершить before. такого. I had no frame Это of выходит за reference to всякие рамки even возможного. anticipate it. That's just how Вот как сильно revelatory Стэнли меняет своим Stanley's решением ход decision-making сюжета. is. A breath of fresh Это air как свежий in a воздух от landscape of затхлой истории. storytelling that has Да-да-да, grown ты stale права. and Мы потом repetitive. обратно наверх поедем, если что. Он еще не подозревает. Он еще не подозревает, что мы зря сюда спустились. Ты видел? Я проходил сквозь эту штуку. А-а-а. You know what? Знаешь что? I've just thought of something. Вот о чем Hold on, подумал. let's stop for a minute. Постой, как... Don't you Ты понял? realize? It's Дело the в предвкушении, anticipation, Стэнли. Stanley. You and I, Мы с тобой не we have можем знать, no что way нас of ждет knowing what на will be верхнем at the этаже. top of this elevator, but the Но напряжение, suspense, беспокойное the agony ожидание, of waiting, предчувствие догадки. anticipating, and having to guess, that's Я the real тоже thrill. я через лифт ходил, Oh, I через simply дверь, don't я wanna let думал, that все. feeling go. It's so precious, so fleeting. Хочешь, чтобы это чудесно? Why don't we Давай take поедем this на лифте elevator ride помедленнее. nice Давай, давай. and slow? Slow. There we go. Isn't this so much more exciting? You know, Stanley, it seems like nowadays the only thing that audiences want is to be shocked as loudly and frequently as possible. They want big, explosive moments flung right in their faces from the very moment that things get started. But where's the tension? Where's the trust in the audience to build a slow and nuanced appreciation for the story, the characters? Why aren't we given time to imagine the surprises? To have to think, and to anticipate, and then to marvel at the eventual reveal. This is storytelling, Stanley. What you and I are doing right now. This is the most exciting narrative to be developed in years. And it's really all because of you. You're the one who took this bold step of revisiting the exact same locations over and over. Truly, I mean it. This is unique and different. It's not like anything else out there. You see, I want stories that surprise me, Stanley. I want to have to think. I want to be engaged and not pandered to. We're being fed such unimaginative drivel all the time, and we all know it, which is why we're so starved for content.
adrenaline that makes us feel sharp and vital and alive. That's why people like you so much, Stanley. Because you're not afraid to spit in the face of tradition. You're a role model, you know. People look up to you. Which is why, though I didn't know when to spring this on you, but, well, I've gathered a little press conference for you. So that you can talk about your work and your storytelling and your life. Yes, I know you're not much for the public eye, but I thought it would especially mean a lot to the people who have been following you from the beginning. They really look up to you, Stanley. I don't know if you realize the impact you have on them. This is the kind of gesture that might leave a tremendous impact on them for the better. Oh, good, we're here. Ну да, это Okay, видно. the room where we're holding the press conference should be just around the corner here somewhere. Так, зал, где проводим пресс-конференцию. Да, где кнопка пропускания? Я не понимаю, он так кличился ей. Yes, here it is, just through this door. А это нет? All right, Stage. are you ready? А, ну I've ты told готов? them you're going to speak Я a сказал, little что bit ты about произнесешь the пару слов nature о of природе surprise in удивления storytelling в and what it means to повествовании. craft a Это truly как создать действительно unpredictable непредсказуемый narrative. нарратив. Oh, don't worry, Не волнуйся, you'll do все у тебя great. получится Just be быть собой yourself и говори and от speak from the сердца. heart. I'm really proud of you, Stanley. Все, Okay, it дамы и looks like господа, they're ready for you. Go get 'em. вперед! Ребята, я сразу вспоминаю это вот фильм там, где чел идет в костюмчике по подиуму, но у него другой оглядывается. Я уже забыл, как называется, я хочу его посмотреть. Загрузка. Someone was following Stanley. He was sure of Это все, it. что ли? If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. Да. Доска, на которой мы перебраться через... После повернуть теле, пройти через вентиляцию, твердь, добраться до новой части офиса. Послушать запись на магнитофоне. По 430-й? Давай, давай, Диана. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No, 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 no. I can't just give these Знаешь, сколько я кликаю в секунду? A measly 5 clicks. У меня 11 кликов, тупостиков. Click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Мне КПСики разок надо. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50. Я сам в тебе не сомневаюсь. Мои пальцы готовы. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 417-ю? Нет, я открою это! Не работает. Ладно, пойдем 417-ю. Так. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. 437-ю? When Stanley came to a set of 2 open А где doors, he 437-я? entered the door on his left. А, можно же перезапустить. Обратно, обратно. А там можно было? Обратно. Так он дверь закрыл. Already this was uncomfortable. Oh, please. Ну, Are you really еще just раз doing this for the покликаю. achievement? Click a door 5 times. Is that all that you Да think я an не... achievement Да is я worth? понял. No. I can't just give these merits Все, я away for понял. such little effort. 437 это A вот это. measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say Да, that's их можно the было kind of effort that открыть. warrants recognition. Ну, я ошибся.
I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, 50. almost certainly 50 Давай. clicks. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Oh, great. Now, go click a А few вот тут не times on door закрывает, кстати, 437. за мной. А в прошлый раз закрыла же, нет, двери? Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Раз 10. 415, 415, 415. 415. О! Now, back to door number 437. Бегу! Вперед! Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Черт, ведро не взял. Okay, now go climb on employee 419's desk. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. Где она? Срочно! We've almost got it. Now the copy machine. Do that one again. Где он? Он здесь вообще есть? Его нет. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 4. Yes, we did it. Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Так. Где мы не были? Так. Надо нам в этот пойти. В центр управления разумом. Это то есть к нам. Меня просто не захватывается от стима сейчас штука. Нам сюда. Подсобку? Подсобки я знаю, что будет. Там нам в эту Coming to a штуку. staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secrets, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Как быстро. Я думал уже вести. Давай 4-5. Давай тут еще. Нам нужно центр управления разумом. Там мы, между прочим, Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. по идее, типа... Ага. По идее, типа, это должно быть багом в прошлой части. Это вроде был баг. Спуск был баг. Да, я об этом говорю. Который мы не отловили при разработке. Да, тут стул! Вы поставили на Твиттер кучу фоток, что такие умные. Вы просто молодцы. И до прошлого времени обновлять игру. Мы поняли, что надо как-то обыграть, это наша промашка. Так что, вот, пожалуйста. Ну, материал, можешь назвать его «Концовка комнаты управления разумом». New content, always more content, more. And I'm here to give it to you. I'm here to make it seem like we really covered every nook and cranny of the game with secrets and Easter eggs.
How about this? Как We тебе wrote a написали new новую piece музыку of для music этого just for участка? this Давай, section. давай, You делай. won't hear it anywhere else in the game. It's a Делай. secret that's Только just для for меня. you. That's how special you Давай, are. давай. We call this track "Good Job You've Ну, Made It написано to до the Bottom прослушивания of the уровня Mind комплекса Control управления разумом. Facility. Впечатляет. Well done." Стэнли Parable первую часть, проверь. Да, там баг, я это знаю. Good job, you did it. Good job. Did it. Okay. 3, 2, 2, 1, 1. go. Good job, you made it to the bottom of the mind control facility. You jumped on the catwalk. You should have been careful. You should have been careful. It used to be a bug, but now it's an ending. Now it's an ending. I believe in you. I believe in your ability to cross this barrier. Топовая песня. Chase your dreams. Railings don't mean anything. Good job, you did it. 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 Угу. Не понял. А это куда? All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. А можно вопрос, это с чем Stanley связано? went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story Welcome to in any Whiteboard way. Ending. Так и должно быть. А это что? Или типа 430-ю убрали? 430-ю убрали просто. The embrace of an old friend, a weathered Спасибо, companionship спасибо. that stands the test of time. Так, Stanley clutched the bucket ну это tightly to his вроде chest все. and entered the door on his left. Вообще зря ведро взял. Я бы перезапустился, потому что хочу другое. Мне в центр управления. Нет, я там был. Да, убрали 430-ю. Так. Вроде бы. Ценненько. Через дверь, дальше написал, чтобы снять телефон. Ну давай, короче, пойдем телефон поговорим. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had Я felt the говорю, что bucket можно calling выдернуть to him, эту telling him штуку. that the employee lounge was simply the place to be. Я забыл уже об And этом, here что it можно было was. выдернуть Had the телефон. bucket turned out to be correct? Well, no, never mind. The bucket Я просто was боялся, wrong. думаю, куда нам с ведром идти, Stanley потому took the что у door нас on типа his концовки left to почти go и так back to the схаваны meeting все. room. No, Said the bucket. don't Так, go нам to туда the нет, meeting нам room. наверх. Go somewhere else. The cargo lift. Good. Said the bucket. А потом Now куда? ride the lift Ну all да. the way to the top. Теперь There's поднимайся something up наверх, there I там need you есть to do. одно дело. Stanley did not question Кто не why задавал or how вопрос, this как и bucket was почему speaking ведро с to ним him. разговаривало. It should have alarmed him, of course, because Зачем мне buckets знать? can't talk. But Stanley chose not to think Начал about this думать об этом. obvious fact. Очевидно факте. He was firmly Очевидно convinced плюс that the bucket очевидно. had spoken to him, and he unthinkingly did Только whatever the помню, вы bucket хотите asked. насчет того, чтобы выдернуть телефон из розетки. Ну вот, я все вспомнил, все In вспомнил. here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Ну это вроде Stanley сюда, да? once again obeyed blindly. Now pick up the. Whoa, hold on. Why did you unplug the phone? Ты выдернул Were you шнур. trying to resist the bucket's orders? Stanley, I was joking. Я же шутил. Obviously, the bucket isn't talking to you and telling you to do things. Buckets Вроде не can't говорят, talk. It was это a штука joke. такая. Don't Ты you не get the понял joke? шутку? It's funny, Ну Stanley. же, A Стэнли, talking говорящее ведро. bucket. Can't you Хочу see? смеяться Oh, 5 минут. goodness. I must have really bungled up the delivery if you actually took me seriously. Where did I mess up the Что я сделал joke? не так? Should I have Надо было делать paused паузу for подольше. longer or Говорить spoken быстрее. quicker? Сложно Comedic все-таки timing is so штука комедия. difficult. Мне еще I wish I учиться were и better at учиться. it, but there isn't exactly an instructional video on comedy that Что? one can Дай мне watch to этот fully... видос. Oh wait, yes there is.
It's sitting right here. Да, Let's давай. take a look. What is comedic О, timing? все, смотрим. What is comedic Значит, пошутить. timing? Вовремя. How does it work? Как это работает? How long Какая should it должна быть пауза? last? How can it be Как used to можно заткнуть effectively своих silence your политических political противников? enemies? And more importantly, can it be Можно taught ли in its этому учиться за entirety 3 within минуты? 90 seconds? Thankfully, Сейчас the я answer ответил to вопросы. all of these questions is yes. Let's dive Смотри. deeper. Поближе. If Если you've вы ever когда-нибудь told a шутили или joke or вызывали made смех, someone laugh, in all likelihood, Все you did it находились while в 50-80 standing сантиметрах 50 to 80 собеседника. centimeters from them in a room of no more than 76 degrees Fahrenheit, with one of your arms raised straight upward at a 15-degree angle from your body. These are the optimal conditions for good comedic timing. To begin the joke, start by stating and spelling your name. Next, provide a brief synopsis of the joke, including the specific times at which the recipient of the joke will laugh, and then spell out your name a second time. With these steps complete, it's time to begin the humor. Speak the entire joke in no more than 18 seconds and no less than 13 and a half, pausing only for bathroom breaks when necessary. When the joke has concluded, it is customary to inform your listener that the joke is over by declaring in your loudest possible voice, I'm done with the funny. Let's practice screaming, I'm done with the funny now. Стендап. Good. Хорошо. This saying is a perfect example of expectations management, which is the cornerstone of good comedy. Finally, it's time to hand out surveys. Collecting hard data from your audience on how rapt they were throughout the joke is the only way to grow or learn as a comedian. An effective survey should be no less than 10 pages long and should include the same question reprinted several times, just to ensure the survey taker is actually paying attention and not simply filling in answers at random. And that's all there is. With these strategies at your disposal, you'll have audiences doubled over in laughter and even tripled over in laughter in no time at all. Just remember to let them stop laughing at some point. You've gut-busting little scamp. After all, with each of us needed on the front lines of the war to fight the 12-legged invaders who threaten our very existence, and to very likely die in a hailstorm of bullets and mandibles. All of us must be prepared to give our lives to this noble cause, just as our children must do after us, and their children after them. Godspeed, and may Earth reign supreme. Меня почти не слышно. Hey, goodness, this video Ой, is a мне little говорят, outdated, меня isn't it? слышно, Well, no то не matter. Ну, она I чуть-чуть think the потише fundamentals of proper comedic timing are still as relevant today as they were Вот так back вот, then. чуть-чуть. So, with that in mind, I Учитывая believe все, the это only единственный way верный шаг для нас, forward это is вернуть for us начало to с двумя return to дверьми. the two doors and walk through all of this again, so I can try Давай, telling my давай. story with more appropriate Более комедийном comedic ключе. delivery. Come along, Давай, let's head пойдем back. назад. Я боялся, что я сейчас отвечу. Ладно. А я больше не знаю, куда дальше. Ну, типа, телефон. Мы сейчас обратно поедем. I can feel it. This time, Давай, I'm давай. really going to nail the delivery. You'll be in stitches. А это But концовка с talking первой about части it, you'll супа say, или это с "How делюкса? ridiculous, how absurd, what a Хотя вот hilarious тут он говорит про concept. говорящее The king ведро. of comedy. That's Значит, what это со you'll второй call me. части. Thank goodness we have the instructional video. Otherwise, who knows where Господи, we'd be обучающее right видео. now. Что мы без него Well, I wouldn't делали? be the king of Я comedy, уже that's забыл for про sure. обучающее видео. The А помню, bucket что мы spoke to должны... Stanley. The bucket spoke. Привет, привет. Такая это The Stanley bucket Parable Ultra spoke. Deluxe. Oh, I'll figure it out. Ладно, on по ходу the дела fly, no need to разберусь. Не стоит overthink it. заморачиваться. Так. И куда? Ну, вроде все окей. А что будет, если прийти в ту комнату без ведра? Я не помню. Точнее, не знаю даже. Потому что позабывал. Мы вернулись. Here we go. You ready? When Stanley and the Увидев bucket две came to a открывающие, set of two открытые open двери, Стэнли doors, и ведро, they entered the вошли в door левую on the дверь. left. А в какую, кстати, а в какую идти? Подожди, а в какую мне идти? Так. Если мы не хотим отвечать.
Лая, который вызовет на всяких, нажимать кнопку вместе, например, все консоли разработчика, Deluxe чекбокс, который... Мы шли в правую. Ну да, типа, ну я так понимаю, что мы должны идти в правую. Что? Уже телефон? Что, в чем дело? Да, что-то мы где-то профагапили. Милого пацана выбрал? Да я. Так по обложке зашел. Сам обложку делал, все само личное. Ну так торопиться. Похоже, забыл, что комната с телефоном сразу за комнатой. Грубейшая ошибка. И выставил себя дураком. Я не заслужил высокого звания комика. Я ничтожество. Я даже не щенок, который захотел пошутить. Вот, а мне говорили, что стримы в реки не попадаются. Вот, видите, стримы попадаются в реках. Нормально все. Если бы еще мне были не ленивые лапки, то было бы еще больше. Так, здрасте. Мы две открытые двери, Стэнли. Ведро вошли в левую дверь. Ура! Here we go. You ready? When Stanley and the bucket came to a set of two open doors, they entered the door on the left. А куда мне идти? Мне вправо идти опять? Или нельзя? Или надо? Я все прослушал. С вами болтал. We're back at the phone already? No. Видимо, в левую. Не-не-не. Here we go. You ready? Давай в левую пойдем, так и быть. Или будем задрачивать левую. Ну, я думаю, нет смысла право задрачивать, раз там ничего не изменилось. Хотя, не, пойдем в левую. No. You were supposed to go through the door on the right, leading back to the phone. Did you not even look at the instructional video? I think this was all covered. Ведь все ясно сказано. Что теперь не получится? Это как... В смысле, так я ходил. Другие комики становятся меня на смех подумают. Теперь стыдно будет на каждом нашем собрании. А все потому, что было лень посмотреть просто короткое видео. Ты доволен тем, что поделал меня, Стэнли? Ты так любишь свое ведро и пытается, а ведь оно ведра выведенного не стоит выеденного. Да. А вот еще по-другому. Ура! Какой-то оптимист и стакан наполовину полон. Только ты такой наивный, что у тебя наполовину полно ведро. Нет, ничего. Это игра слов. Выеденное ведро. Не яйцо. Почему ты не хочешь создавать группу в Дискорде? Вообще, как бы, я не то чтобы не хочу. Я могу сказать, что я его сейчас сделаю. Ну, это типа по времени займет много времени. Ну, типа немного времени по... Как бы оно делается. Там, извините, Лерой. Поэтому его пока нету. Ну, не в открытом доступе. В разработке, конечно, нужен Discord. Я просто думаю, что там прикручивать. Ну, это концовка была, это делюксная. Окей, я сейчас хочу пойти на правую дверь и подняться без ведра, потому что в прошлый раз взял ведро. Типа очевидно, что мне будет попозже. Просто в ВК почти никто не сидит, а в ДС в последнее время многие сидят. А у меня группа в Телеграме сейчас. Много же людей в Телеграме сидят. У меня в Телеграме сейчас. У меня типа, где анонсы и расписание выходят стримов, это все в Телеграме. Как разбираться в DS.
Да, там просто скайп на максималах. Или там телефон снова будет, кстати. Так, и это все или еще что-то? Тут вроде нет консоли. У меня в Телеграме есть, типа, все расписания. Она ждет тебя. That's her, Stanley. Oh, no, you can't... Did you just unplug the phone? No, that wasn't supposed to be a choice. How did you do that? You actually chose incorrectly? I didn't even know that was possible. Let me double check. No, it's definitely clear as day. Stanley берет трубку, переносит свою квартиру и встречается с женой, и они принесут друг другу в любви. Музыка, экран светлеет, титры. Не взять трубку — это вообще говоря неверный ход событий. Твой выбор не должен быть ни на что влиять. Так, какие у нас еще остались? Доска. Зона воспоминаний у нас была. Stanley Parable 2 была. По центрам, да. Лифт был, вентиляция была. Ведро у нас было. This is why you've been able to make correct and incorrect choices. And to think I've been letting you run around in this game for so long. Вот. Концовка меняет, короче... ведро меняет концовки. Мы более в нижней части управления разумом. Подсобка к на финале. Просто прослушивание много, вы сможете продолжить игру. Трусливая концовка. Запутанная концовка. Обратный отсчет. Лифт. Выбор лучше, что есть в реальной жизни. Если пользоваться именем, он может быть опасен. Например, в этом сценарии выберем реального человека по имени Рупорт. Есть выбор. Он мог изобрести машину, которая решила бы проблему голода по всему миру. И сверчка бургер. А могу потратить годы на то, чтобы забыть, как читать. Какой выбор сделали бы вы? Не забывайте, в отличие от нашего, в реальном мире есть смысл. Вам нельзя делать выбор, идущий вразрез с разумом и логикой. И с вами закрыл человек, не настоящий. Так, свобода, Мариэла, музей. Новый контент. Возьмите ведро и пройдите через дверь новый контент. Несите ведро, связаться с другим ведром успокоения. Попавший, Стэнли, окно, мощная концовка, вентиляция. Excellent. Making choices on a regular basis is the best part to a healthy decision-making process. Most medical professionals recommend making at least 8 choices per day. Do you make more than 8? Less? And finally, if you begin to wonder if your choices are actually meaningful and whether you'll ever make a significant contribution to the world, just remember that in the vast infiniteness of space, your thoughts and problems are materially insignificant. Квартира мы вроде концовку тыкали. At this time, your instructor will guide you in an exercise to test and reinforce the material covered in this video. То есть мне нужно смотреть. Так. Welcome back. You may have noticed можно, кстати, с этим. as a result of narrative contradiction. But not to worry. Now that you're properly informed on good decision making, we're going to revisit a choice you made just a few minutes ago and see what the correct thing to do would have been. Может перезапустить, потому что все прослушал. Ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. Мне случайно попался стрим, моделик открыла рот, и у меня случился обморок от голоса. А что не так с моим голосом? Так вот, так, у нас есть... Квартира у нас была. Нам нужно нижняя часть управления разумом. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нижняя часть управления разумом. Что там за концовка вообще? Нижняя часть управления...
Когда доберетесь до лестницы, вместо того, чтобы идти наверх в кабинет начальника, затем вы следуете в область, в которой вы оказались. Можете остановиться и прослушать, что говорит рассказчик. С ним слишком много хорошего. С каким? С голосом этого? Все, я забыл. С голосом диктора или с каким голосом? С каким голосом? С моим? Так, уже почти заходим вверх слева, движемся к правильной концовке. Передавай. Не, я... У меня есть все, у меня уже есть парень. Жор. Блин, я хочу перезапустить. Но мне приятно за знаки внимания, спасибо. Так, вообще-то ничем концовка не отличается. Поэтому я не хочу ее досматривать, потому что это концовка из первой части. Я у вас... А у вас случайно не Альбедо на Аве? О, Альбедо. А, это из Геншина. Кстати, Суп, ты же видел, что я тебе отправил этот... Что я в Телеграме, во-первых, выкинул... Это было поставлено в 2020 году. Я вспомнил, какую концовку сейчас хочу. Короче, в Ханкае же ведут казино с каким-то обновой. Я, блин, не знаю, может установить заново Ханкай, пойти в него играть. Потому что, ну, после прохождения моря у меня же еле оторвали из этих казино. Я причем не лудоман сильный, то есть я как бы в реальности никогда казик не крутила, и у меня нет смысла, потому что это реальные деньги, я понимаю. Но вот... За игры меня оторвать еще надо. Ладно, погнали. Что, Стэнли боялся, что может привести к разлуке с ведром, его лучшим другом. Поэтому он бросился с высоты, чтобы умереть, сжимая его в руках. Просто проблема в том, что я от гачи игр не зависим. Да вот так, в Ханкае пока что дают бесплатно 5, а в новом обновлении будет новый регион, планета, сесть на поезд хайпа, если есть желание. Я играл в Ханкай, в этом проблема. Типа в Ханкай я и так играл, просто меня не затягивает гачи игры. Это одна из проблем гачи в последнее время для меня. Как я бы не тыкался, то у меня не очень хорошо. А какую мне надо сейчас? Смотри, мне надо сейчас пойти туда и вниз. Типа, у меня даже был стрим, когда они были коллаборацию с DOVA. У меня билетики есть, кстати, билетика есть. 2 билетика с этим. Я потом стрим проводил. Я устанавливал, то все. Но с этим проблемы, потому что я типа думал играть, а потом все. Я типа там кавку выбивал еще. Я в Ханкай начинал играть, как только она вышла. Вот сразу, как только вышла. О! Последняя статуэтка! Цени этот момент, Стэнли. Это настоящее свершение. Это дело, которое ценно само по себе. Обычно люди хотят наград за самые банальные достижения. И ты настоял на том, чтобы хорошая работа сама по себе награда. Я бы сказал, что грусть тем, что собрал их все. Я, в общем-то, не допрошел мой сюжет. Ну как? Я остановился на этом, там, где живут полузвери, там, где те лисы. Я не допрошел сюжетку, когда нужно было... 6-я фигурка! Он представил себе, как приходит начальник в рабочее время вместо того, чтобы работать. Вот! Это сейчас будет повторяющее это. Суните фигурку в банку, спусти штаны и утопи ее. Ладно. Ладно. Он посмотрел на ведро у себя в руках. Я сумасшедший, спросил он ведро. Ведро посмотрел на его ответ, но ничего не ответила. Странно, подумал Стэн. Обычно ведро наставляет меня и делится мудростью в трудные времена. Так вот, и типа, я бы, может быть, постримил еще Ханкай.
Ну как мне заставить себя в гачи игры играть иногда? Я не понимаю. Меня в гачи как только начинаю понимать, что мне нужно пойти там выбить предметы. А! Ведро! Что? Ведро отобрали! Какие галлюцинации? Сенсация без психологических поддержки ведра. Тут он понял, что комнаты повторяются. Что, конечно, было бы очень странно. А потом почувствовал, как открывается от земли. Ведро! Верни! Ведро это наше, ведро, там написано Стэнли. Ведро Стэнли. Мы тут за Стэнли играем. Стэнли! Это я! Ведро! Возможно ли это? Он бросился вперед из комнаты в комнату, проходя одно из ведро за другим. Это были обычные ведра. Не то единственное, которое он искал. Даже с наклейкой. Иди ко мне, Стэнли, я жду. Его ждал старый друг. Только так можно было прийти в себя. Вдруг... Он понял, откуда говорит ведро. Настоящее ведро было внутри него самого. Это была ужасная боль. Стэнли согнулся пополам от боли и отключился. Нет! Так вот. Это история женщины по имени Мариэля. Мариэля проснулась самым обычным утром. Она встала, оделась, собрала, взяла свое ведро и пошла на работу. Вот она с ведром. В этот день я ушел мужчина, который шел по городу, разговаривая сам с собой и крича. А потом занял, что упал на тротуар. У него не было ведра. Ну, конечно, он слышал сама кричать чушь про рассказчика, описывающего его действия, про то, что все предопределено. Свободы воли нет. И весь мир, видео мир. Если бы он взял с собой ведро, ничего бы не случилось. Возможно, он даже не понял, что забыл свое ведро дома. Какой жестокий мир, подумала Мариэля. Еще крепче прижала к себе свое ведро. У нее, разумеется, не было времени. На работе я ждала только сложных проблем, с которым поможет справиться ее верный друг. Ведро. Вот ведро всему голова. Да, подумала она. Моя классная жизнь. Отправилась на работу, непрерывно делая по сути. А по пути обратно. Я не дочитал. Так. Это с ведром есть. Нам нужно по обычной концовке пойти с ведром. Yes. Так. Тут. Stanley, I'm sorry, but I have to put a pause on things. Фикстенки? Пацаны думали о них с тех пор, как ты нашел последнюю. Так прошло одно мгновение. Разве это не был самым чудным, лучшим моментом в твоей жизни? Разве он не наполнил тебя внутренним светом? Да, я знаю, мы тут вроде бы как историю рассказываем. Ты не откажешься еще раз заглянуть в зону памяти. Мне бы так хотелось взглянуть на фигурки. Я хотела чай с молоком, молоко кислое. Сделай блины, кстати. Now remembering when Stanley found the collectibles. Блины можно из кислого молока сделать. У нас блинчики готовят. Это сюда? Тут все началось. Первый коллекционный предмет. Там мы не знали, сколько еще их найдем. Да, никогда не было сказано 6. Но кто мог знать наверняка? Были не так невинны. Больше так и не будем, Стэнли. Ой. И вот вторая статуэтка. Ты нашел ее? Хорошенько поискав в туалете начальник. Молодец, Стэнли. Честно сказать, тогда я не верил, что ты хоть одну найдешь. Какие там 6? Так, я пытаюсь забраться на туалет. Мне только что получилось. Черт. Блин, я теперь хочу...
Какую из комнат ты нашел третью мини-студентки? Вспомнишь? В Warehouse я нашел, помню, в складе в этом... В вентиляции, что ли? No. The warehouse was the fourth place you found a fig Anley, not the third. Well, I guess perhaps I shouldn't be Удивляться не surprised. следует. Такие воспоминания настолько ценные, что словно бы сливаются в одно. Правда. Знаешь что? Если думаешь, что нашел третью статуэтку на складе, кто я такой, чтобы это опровергать? А куда идти? Подождите. Сюда? А. Посмотрим. А что было потом? Да, мы нашли фигуру. Да, я тоже не помню этой комнаты. Но на зоне памяти, значит, спорить бессмысленно. Там невидимый пол. Ну, там стена невидимая, я пытался упасть, кстати. Тут, тут я помню, кстати. Это была 5-я мини-статуэтка, и она была особенной. Она была у красной и синей двери, как сейчас помню. Это не особо так, поэтому я взял маленький ролик по такому... Нет, не надо, пожалуйста. Да нет, кстати, твои тонкие... Но вообще у меня было... Мне набывали и больше зрителей. О! Просто когда как. Сейчас же не этот. Серьезно. Мини-стан 5. Просто сейчас... Ну, на чем у меня было много? У меня на море было очень много зрителей. Всегда, кстати. И всегда их много приходило в конец, на море. You found near the red doors. Thanks for watching. Вот такой монтаж, да. Такое качество. Наратор. Потратил на это видео кучу времени. Абсолютно не желаю об этих 8 минутах. Черт, это объединилось. Презентация отличная, белайк. А это последняя. А затем Стэнли мы нашли последнюю статуэтку. Мне нравится, что 11, потому что я одну не подобрал. Возможно, потому что самое недавнее. Она только в прошлого прохождения. Кто может точно сказать, как работает раз? Все, что я помню точно, это как ты подобрал фикс. Подумал, да, это последнее, мы собрали все. Гов красный. Да, я тоже думал, что будет какое-то различие. Если не считать такие же моменты, когда подбирал другие статуэтки. Он заметит, что я без одной статуэтки? Или он, ну, типа, я лох? Вы в моменте. А потом все кончилось. Потому что мы дошли до нынешнего момента. Только двигаться вперед, в будущее. Прощай, зона памяти. Goodbye. Черт. Нет, я еще не готов. Не готов идти дальше. Остановите загрузку! Может как-нибудь остаться. Сбиваться фигурками дальше. Давай пойдем назад. Теперь пройдем зону памяти еще раз с другой стороны. Посмотри, каково это. О да, место под лестницей. Хорошо его помню. Мне лучше всего. Я в моменте... А я не помню дальше песню. Я просто помню, что это какого-то из... Дарахова песня вроде. Кто сделал под то самое видео. Помнишь, мы видео... Только, пожалуйста, давай не запускать его. Thanks for watching. Да. Обожаю это видео. Там розовую комнату, которую никто не помнит. Вообще никаких ассоциаций. У меня тоже, потому что это точно не наше. Так приятно все-таки было их собирать. Знаешь, если была бы какая-нибудь награда за все фигурки, это омрачило бы чистую радость от сбора. Как здорово, что мы не поддались этой слабости. Дальше. За время прохождения наратор становится тебе отцом. Кстати, мы направо не ходили, вот сюда не ходили. Пойдемте сюда. Нельзя, кстати. Наратор
Получается, суп меф твоя мама, а отец наратор. Это наша вторая фикстенка. Ты ведь не забыл? Да, я тоже помню. Прошлое чудесная штука. И почему многие так стремятся его забыть? Прошлое нельзя забывать. Хотя нет, именно как говорил Угвей. Прошлое забыто. Будущее неизвестно. Настоящее даровано. Вот она. Наша первая... Ее надо подобрать. Ладно. Не теряй темп. Что еще? Что было до этого? Да, фигурка в музее. Привет, Мицари-сан. Настоящее даровано. Мицари, привет. Как дела? Как жизнь? Рассказывай. Да опять прыжки меня отняли. Привет. Помню, что когда они были в силе... О, да, до двери. Как можно такое забыть? Настоящая классика. А до всего это был твой кабинет? У меня сегодня было какой-то плачевный день. 3 раза. А что случилось? Почему? Вспоминаю. Если хочешь, можешь рассказать. Я вспоминаю. Что ты вспоминаешь? Да, я кое-что вспомнил. Помню время до того, как началась эта история. Тогда я был другим. Принимал важные решения, горел своей работой, был внимателен, тщательно взвешивал каждое свое решение. А затем в какой-то момент перестал принимать решения, обленился и придумал персонажа по имени Стэнли, чтобы он думал за меня. Чтобы он принимал решение и решал, куда идти. Причины причем были тупые. Да, любая причина важна. Если что-то случилось... Спасибо, загадочный фембой, за то, что появился в моих реках против моего желания. Почему фембойчик? Да не надо, нормально у меня голос. Не надо так. Это детей вся жил. Можешь расслабиться, если тебе тут полегчает, Мицари, можешь посидеть. Вот мы тут играем в Стэнли. Да, снова. Я не успеваю. На этот раз я буду сильнее. Позабочусь о себе. Стэнли, не боль... Нет! Но с ним так весело было играть. Знаешь что? Мы в зоне памяти. Добавим хорошее воспоминание. Вернемся и дадим Стэнли еще разок пройтись по офису, а потом отправим его на пенсию. Мне нравилась эта история. Даже очень. Ну, поехали. Это история человека по имени Стэнли. Первый раз на контроше по-русскому, а другие 2 раза из-за того, что я пришла слишком рано на хор. Ты в хоре! Сижу у вас. Мы стали успокоительным. Комфортики. Я и был вроде комфортиком, если... Сейчас математику делаю. Значит, с уроками Амирон. Мицари, ты тоже комфортик. Математика? О, математика? Я люблю математику. А почему налево? Было же направо. Как всегда, Мицари, а вот ты когда приходишь на стримы, я всегда. Комфорт сквад. Стэнли крепко прижал к бедру. Так. Нам налево, нам на финальную концовку. Все, мы идем как обычно. Я вообще гуманитарий, нафиг эту вашу математику. Нет, ну. А как же посчитать уравнение? Ты тоже Мицари? Ну да, ты же в хоре. А если... Нет, вниз мы были. Там же была та концовка от этого. А я нет, я технарь, получается. 2, 8, 4, 5. Вот такая удача.
Я дроби и уравнения не умею решать. Ой, ой, знала бы ты, что потом будут эти дроби, уравнения. Так перекурить, так не так сделать. Я ведь давно не там. Я бы рад школьную математику порешать, алгебру, геометрию, это все. Как я геометрию я, конечно, не очень любил, но рыдать не надо. Он утешал. Нашептывая, что даже в самый темный час есть надежда. Петр поможет Стэнли. Все будет хорошо. Мне еще сегодня Random Girl сказала, что у меня красивый стайл, и даже обняла. О, май гад. Ну. Уважение, уважение. О, видишь? Стэнли и ведро пошли через большую дверь с надписью «Комплекс управления разумом». Вот, нам сюда надо. И тут тоже есть разные концов. А, нет, вроде нет, надо просто пройти. Или нет. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Новый... Нижняя часть управления разумом. Это концовка. Сказали, так, я тоже не могу дроби решать. Особенно эти отношения ваши. Отношения равно говно. Ладно, я одобряю. Мой брак. Вы приходите на стримы, что мне не одобрить. Мониторы включились, Стэнли от неожиданности чуть не выронил ведро. Ой, я чуть не вывалился, кстати. Опять я забыл, что... Кирилл. Не надо писать одно «Л», Кирилл, пожалуйста, я за это хейчу. Митари, исправьте, пожалуйста. Пожалуйста. Не будь так бей, не бей. Тебя тут поженимся, да? Не надо бить по больному по имени. Все, я притворюсь, что не видел. Притворюсь, что не видел. У меня же нету правил в чате, кроме негласных и мое имя. Чтобы его жизнь управлял за него. Ну уж нет. Он еще крепче жал ведро своего единственного друга. Вот это специально написано. Это специально написано, ты знаешь? Сейчас смотров как бы не присутствует, но они как бы есть. Мне, Кирилл, это психотравма, а почему? Еда, работа. Все отслеживается, управляется отсюда. Когда ледяное понимание накрыло Стэнли, он решил, что не позволит этим машинам управлять другим. После старой школы они вместе с ведром разберутся. Поэтому у меня Стэнли ведро против всего мира. Они смачно дали друг другу 5. Ведро опустил детский комментарий о том, где она видала эту систему. Это другой Кирилл, действительно. Подождите-ка. А что это за кнопки? А не могу туда попасть. А давайте. 1. 2. Я только сейчас увидел эти кнопки. Подождите. 1, 2. Да, меня можно дать Кирой. Кир Чан. Как бы просто не коверкать имя основное. 3, кстати. 3 нашли. Я хочу быть военным инженером в будущем. О, это хорошо. Нет, у меня все очень просто с моим будущим. А быть программистом. Как бы мне уже поздно особо выбирать.
Я боюсь, что я даже знаю сферу в какой, поэтому не тем более выбирать уже поздно. Так, где 4-я кнопка? Ты 4-я? Нет. Там... А, вон она 4-я. А как ее открыть? Или она открылась? А как открыть вот эту, кстати? Я Кира. Выдашева Кира и Чикаго. Тензен. Я не помню дальше. Блин, я не выучил этот монолог. Вот это надо потом понажимать. А, какие тут. Хочу сдавать визуальные новеллы 3D аниме модельки. Я забыл, как называется. Когда они наконец нашли источник питания. Стэнли и ведро знали, что их долг положить конец этому ужасному месту и всему, что воплощало. Это мне на дизайн идти надо. Но вообще, по-хорошему, вроде бы да. Стэнли и ведро ждали в темноте. Сейчас. Все закончилось. Секунду. Сейчас. Да, у них получилось. Стэнли и ведро победили величайшего и ужаснейшего врага. Освободились от тиранической хватки злобного комплекса. Свобода была совсем близко. Наши герои начали оживленно обсуждать, как им построить свою жизнь. Когда они выйдут с этой огромной двери, ведро хотел научиться кататься на роликах. Стэнли хотел, они оба хотели начать смотреть фильм, какой угодно, потом остановить его и смотреть с конца задом наперед. Они мечтали о простой жизни, которую они просто прожили бы вместе. Поддерживай. Это хорошая концовка. Что случилось? Почему дверь остановилась? Неужели Стэнли и ведро не выберутся на свободу? Нет! Комнату заполнила невыносимая тишина неизвестности. Но всем правда обрушилась на Стэнли. Комплекс не хотел, чтобы ведро уходило. Нет! Лучше шип динамик. Медный купорос. Так как ему нужно тепло ведро. И он был готов на все, чтобы с ним не расставаться. Нет, Стэнли, нельзя уходить отсюда. Особенно пока у него в руках такое ценное ведро. Особенно пока комплекс против. Стэнли понял, что он никогда отсюда не уйдет. Зато у него есть ведро. Может, не так уж плохо на вечности в темноте, подумал Стэнли. Ведь с собой ведро. Все в порядке, ведь так? Стэнли глотнул слюну. Очень скоро все станет ясно. Так. А я хочу быть something like музыкантом. Ну, у тебя все впереди, Мизари-сан, я в тебя верю полностью. То, что ты и в хор ходишь, и занимаешься на инструментах. Я не понимаю, ну, всегда поворачивали налево. Почему мне все время казалось, что мы направо поворачиваем? У меня шиза уж какая-то. Наратор и микрофон. Наратор и Стэнли. Это любовный треугольник, если что. Снова никого. Кто-то любит Кадзускар, кто-то любит Камохину, кто-то любит Соушин, а мы любим Стэнли и ведро. Так, вы внизу. Я хочу, вроде мы на он не нажимали, вроде можно он включить. Так что мы пока идем так же. Мне не нравится какая-то задержка, потому что... Неужели такая задержка прям странная? Да, 845. Ну ладно, видимо, она такая есть. Хотя... Сколько? Я сейчас, допустим, отдельно... Я сейчас ввожу пароль уже. А тут, ну сколько разница? Пару секунд. Я патентую эту идею. Если мы играем за самого Стэнли, то есть мы шиперим себя с наратором и ведром, это любовный треугольник. Ты не понимаешь, мистер. Мы сами себя шиперим. Ай.
Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Нет. Нос. Почему? Почему нос тешится? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket. Да как много людей. Вот это, конечно, второй стрим Стэнли. Топчик. Ладно, попробуем сейчас включить. And Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea почему нос pigs. тешится? The bucket had never seen Вот anything like this. мой and it совет, badly если у вас requested аллергия на attention собак, as Stanley не phoned заводите the никакую reassuring it собаку. that everything would be fine. Хотя я узнал об аллергии на собаку уже там года через 3 после того, Was как the ее bucket завел. under the mind Не control больше. facilities influence Значит, as well? начинающий стример. Had the Спасибо, bucket спасибо. been told to do things it didn't wish to do? А я знала, что на этой What легендарной kinds игре of будут things does зрители. a bucket want to do А я or играю not в свое want to do in удовольствие. the Я first не place? для зрителей. These Ну как, в questions смысле, для raised зрителя furious просто играю в свое against удовольствие. Stanley's feeble mind. У меня могут продолжить игры, которые я не играл. Допустим, Стэнли. He screamed into the bucket. He couldn't Стэнли accept как бы it. играл His в первую own life in часть. А вот someone Ультра else's Делюкс control, я не играл. never. He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. Окей, At this Якудзу point, я же сейчас he could прохожу. trust Якудза no one чисто для себя. Я очень except обожаю for the Якудзу. bucket. Нас вообще случайно зашла. Представьте слепого человека, у которого аллергия на собак. But here was the proof. А как открыть вот The эту heart of the штуку? operation. Потом Controls labeled скажи, with пожалуйста, штука, emotions, которая открыть эту happy штуку. or sad or content. Walking, Играл в eating, Поппи working, Плейтайм all of третью it часть. Вот в monitored Поппи and Плейтайм я commanded вообще from ни в this какой very части не играл, place. кстати. And as the cold reality of his past began to sink И не in, вот в эту, там Stanley где... decided that this Я не machinery помню, как would называется. never Там again где тоже exert типа... its terrible power over another Не human life. игрушки. For Хотя вроде he and the игрушки. bucket would- But at the last second, the bucket jumped in and pressed the включив button to систему. turn on the controls. Stanley gasped Стэнли in задохнулся от horror. ужаса. Had this been the bucket's plan all along? Неужели Ведро с самого To начала take планировал over the починить machine машину and claim и the забрать себе power for власть? itself? How could the bucket Как have Ведро betrayed him like могло this? так его предать? Stanley was Стэнли был prepared готов to с throw the bucket с away in раздражением disgust отбросить when ведро. suddenly Как на an огромном image экране появилось appeared upon the изображение. enormous screen. Birds. Птицы. Silly. Глупые птицы. Silly birds. The control button И became это же... activated. А, это чайки. Я думаю, перепутал с другими птицами. Есть птицы, которые же убегают от волн. Я их как вспоминаю. Фламинго. Stanley flipped through one video of Смотрел silly одну birds after птичками another, and then it за dawned on другими. him. А This потом вдруг wasn't a понял, mind какой этот control комплекс facility не at all. управления разумом. It was a Это facility комплекс for по наблюдению monitoring за and птицами по surveilling всему миру. silly birds О, all так over это the же world. идеально. The mind Пингвины. controls were only a facade to Los disguise pingüinos, its true intentions. По Мадагаскару вроде. Stanley Крико. marveled at the metal genius in his hands, the one Кавасаки. who had pointed him towards this incredible discovery. Я вспомнил про Stanley and свои the реки, bucket которые never были в found Сове, food а не because they spent the Сове, rest of their lives а не here Таро. in this place, flipping through live streams Птицы, of the птицы silliest красивые. birds imaginable. Of all А я не the помню, possible это paths случаем... his А нет, life could это have не taken, этот. this Как его one на К. was surely the best. And Stanley Я не помню. Это... О, это Калибри. А, нет, это Киви. Или это Калибри? А, Киви нет, Киви жирненькая, ходячая, а это Калибри. Все, я перепутал. Я хочу себе попугайчик. У меня есть, точнее, был попугайчик. Тебе главное, кстати, ни в коем случае не открывайте стрим по Dark all of his Souls. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Это мы все Perhaps проверили, все эти концовки. Stanley's bucket, the only Какие co-worker Мне who нужно ever попасть в New truly Content. Как мы вообще New Content открыли? Я вообще же не помню. У меня был попугайчик Карейла. Stanley clutched the Почему был? bucket tightly to his chest. У меня был один and стрим, entered the короче, door on по his Dark left. Souls'у какой-то. Второй вроде стрим, где я рассказывал о всех своих животных, которые у меня были и есть. Там всем чатом рыдали. Как? Как попасть в музей и новый контент? Хочу сову. Вообще, раньше я в детстве очень сильно хотел енота. И
у меня сейчас я все еще хочу Кареллу заново. А не к стене. Знаешь, он как бы защищает, он так прижимает ее к себе, ведро к себе и такой от всего мира ограждает. Так, подождите. Ой, с совами очень трудно. Блин, я сейчас пытаюсь понять, что, куда еще с ведром можно пойти. Запутанная, трусливая подсобка. Ладно, квартира сделали. Так, квартиру это сделали, подсобку сделали. Трусливая, запутанная обратно. Лифт мы... А мы у лифта катались с этим? А, я новый контент хотел посмотреть. Смотрели, да, свобода, не помню, магазин, контакт, пропавшее окно, мощная концовка, вентиляция, это ведро. Вентиляция? Пойдемте в вентиляцию. Ведро можно... Мы уже были с ведром в постели. Просто некоторые мы смотрели, а некоторые нет. И в этом проблема, что я не помню, какие концовки мы смотрели с ведром. Я не знаю, как некоторые другие открыть. Которые... Я смотрю просто на какие концовки влияет ведро. Это вентиляция. А, мы уже были, да, здесь? Я вспомнил, тут же будет этот уничтожитель. Здравствуйте, ведро. Получается, это не подходит. А как мы открыли новый контент? Так, выйди из комнаты отдыха или сотрудника, войдите в коридор через дверь слева, которая расписывается вниз. Так и делайте, найдите выход в большую комнату с монитором. Конечно, бы несколько раз придется игру, здесь нет ничего сложного, в конце доберетесь до комнаты, где расписаны все действия до получения запутанной концовки. Ох, ёшкин кот. А вот эскейп музей. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why everything feels so... Почему остальные... Так... Или енот, они такие ня-ня-ня. What do I do with this treasure? I can monetize it. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour. Это все было. The bucket. Значит, не то. Так, давайте перезапущу и пойду на другую концовку. Мне сейчас надо пойти попытаться кое-что сделать. Что они... А вот, кстати, направо я был не шиз. Как мне новый контент? Мне нужно пойти в Escape. Escape находится перед комнатой, поэтому мы идем сейчас налево. Стэнли крепко пожал ведро к груди и вошел в левую дверь. Стэнли. Снова никого. А кто меня фембойчиком называл? Ай-яй-яй. Все еще здесь? Следит.
Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Нет, это не то. Нам нужно 2, 8, Stanley may 4, have broken 5. down into an emotional А я не dumpster fire, хочу. if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of... But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it the bucket knew all along? Я тебе представляю 18 плюс с ведром. Не надо. Yes, this is certainly the most logical explanation. Всегда забываю, где право и лево. У меня так мама раньше забывала, я ей говорю, по часам ориентируйся. Stanley and the bucket walked Вот, straight нам ahead сюда, through нам the сюда. large door that read Mind Control. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley and the bucket would Мучительная both смерть, meet a вот мы ради violent нее идем. death. Ай-яй-яй, нету. The door behind them was not shut. Ай-яй-яй. Stanley and the bucket still had every opportunity to turn around and get back Ай-яй-яй, on track. ушла. Кто еще будет At говорить this про мой point, голос? Stanley and the bucket were knowingly walking forward into a very painful death for each of them. Для нас обоих. А как Стэнли выглядит? Так, кстати, показывали, как Стэнли выглядит. Есть инфа о том, как Стэнли выглядит. Ай. Туда, как искусство. Все понимают слово «туда» по-своему. Это показывает, насколько мы все разные и прекрасные. У каждого не типичное право и лево, а индивидуальное «туда». Stanley and the bucket inched closer to their demise. Stanley reflected on how meaningless the bucket's warmth and comfort had turned out to be. To be sure, it Вот puts the это mind and the цитаты. soul at ease to embrace the bucket. But what use is a sense of ease when you're about to be crushed to death? This is what Stanley thought to himself. And he sort of kicked himself for wasting so much time carrying a bucket everywhere. Farewell, Прощай. Stanley. Нет! А сейчас будет девушка. Stanley, cried the narrator, as Stanley and the bucket were led А где helplessly into музей? the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Сейчас, секунду. the Это вроде bucket's смотрели, life поэтому came пойду to an свет end включу, а то мне уже темно as в it was комнате. crushed violently to death. Я туда, туда. It was a shame, the death of such a magnificent bucket. It's true that all buckets are Все ведра radiant in their по-своему own хороши. way, but this one stood above the Это было rest. особенно. It was a glorious bucket to behold. Мне кажется, мы здесь тоже были. Да, точнее, не кажется, точно здесь были. Can you see how arrogant it was for Stanley to take a bucket like this and to claim it for his own? Can you see the hubris that blinded him? Can you see Поэтому у that меня the есть bucket легкое is far more ощущение, noble что than Stanley will ever be in his short life? мы No что-то не man то can own a делаем. bucket, Точнее, and certainly это not a концовки bucket с as ведром, dazzling to которые, behold видимо, as я их this one. прошел. It is man Но я who их не should помню, как они kneel before the называются. bucket. Получается, не это. But there is something we can do. Something we can do Тогда нам нужно together, you and I, другую that will концовку. right this terrible wrong. Как мне попасть в new content? Окей, тогда мы All of сейчас his идем. co-workers were gone. What could it mean? Stanley Взять decided to ведро. go to the meeting. As Stanley lifted his bucket, he felt a connection to all buckets everywhere. This adventure, he decided, was for all of them. Stanley clutched the Пойти bucket налево. tightly to his chest and entered the door. Так, on пока his все left. так. Still no one was here.
Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Кстати, можете Perhaps меня his поздравить, я boss's все office сдал was coming to a на отлично staircase. почти. Stanley and the bucket Там walked вроде одна upstairs только, to у the меня boss's четверка. office. Вот, нам надо сюда. И, короче, как сделать? Stepping in. Все. О. Делаю, делаю, делаю. Все, наратор пропадет. Мы должны вернуться. Мега хорош, мега, да. Половина из этого, это все было автоматами. Я... Что у нас? Ну, вообще, старался и так везде автоматами. Спасибо, спасибо. Так, мы пока возвращаемся. И вот. You are. No, вы уходите. Вы уходите. Кстати, капсула это 450. Ой, 750. О, 760. -я. Заговорился. Красная дверь. Капец, у тебя... А почему? Может, ты сидишь... Может, неправильно спишь, лежишь, затекла. Может, у тебя от перегрузки болит то, что ты таскала тяжелое. За этим надо следить, не надо, чтобы спина болела. У меня последний раз спина болела, во-первых, наверное, месяца 3 назад, и то, когда я спал на чем-то очень неудобном, а потом просто себе все поправил и такой... облегчение. Блин, я вспомнил, как я ходил на экзамен. Там была такая тупая максимально... А, тут уже место запуска спасательных капсул. Ладно. О, вот. Плохо позвоночнику, нельзя. А! Он отправит ведро? Ведерко. Ты не плачь. Все будет хорошо. Это кабина только для одного. Я готов пожертвовать собой ради тебя. И должен кто-то спастись, один из нас. Поэтому... Прощай. Я буду скучать. Ну ты должна спастись! Как без ведра. Видишь, даже комната измененная. И без ведра. Ну ладно, я пойду общество делать, но я ненадолго. Пока-пока. Давай, будем ждать. Ну, обычно... Удачи тебе. Ну, обычно мы... Уже сколько? Наверное, еще полчасика где-то, пока мы концовки подоткрываем. Как обычно, 2,5 часика. Так, давайте перезапустим, потому что тут вроде ничего не изменяется. А нам нужно ведро. О! Все, то, что нам нужно было. Подождите, как она тут? Я ее... Доска. Так, это произойдет, скройся, да-да-да.
игре будет указан код. А вдали чекбокс, который нужно подчеркнуть. Все, значит, это просто игра. Не плачь, суп. Так, какая нам нужна концовка следующая? Вспомнил. Все, нам сюда. But Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. The bucket turned out to be correct. Never mind, the bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back, and so the two of them detoured through the maintenance section and walked straight ahead to the opposite door. Что гавкает? Кто мяукает? Кто мяукает? I knew you'd find this place eventually. You see, your friends and I are concerned for you, Stanley. We've come together here because we care about you very much. It's this bucket you're carrying around everywhere. А это мы уже вроде играли, кстати, причем. То есть эту концовку мы это сделали. Because that's what fans want from a sequel. They want more of their favorite jokes, not this bucket that they've never seen before. Yes, I know I'm the one who gave you the bucket, but you're spending too much time with it. Don't you want another story involving the adventure line? We could make the adventure line go somewhere new. Yes, that's what the fans want. Let's... Whee! Look at that wacky line. Who knows where it'll go off to next? Я помню, как это было на прошлом стриме. Now this is what the Stanley Parable is all about. Don't you remember all those great jokes from the original dialogue? Also, Stanley's addicted to drugs and hookers. Yes, it's as classic now as it was back then. Let's do it for the fans, Stanley. Let's give them more content exactly like this. Да, сейчас я кое-что просто чуть пройду, чтобы удостовериться, что это такая же. Ну да. Сейчас, получается, нам нужно не это, а нам нужно другое. Короче, говорят, что меняется трусливая концовка. Это когда мы остаемся в этом. Нам нужно ведро. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. What new mysteries lay in store for our bucket-loving heroes today? Let's find out. Let's find out. А почему я не могу? Ну, типа, говорят, с ведром изменяется трусливая концовка. Так, а как забрать ведро и попасть к себе обратно? Трусливая концовка — это остаться у себя в этом. Они серьезно? В обществе хорошем. Так. Так. Окей. Я сейчас. Сейчас я... Остаюсь в комнате. Я остаюсь в комнате. Хочу себе подушку в виде ведра. Я себе хочу подушку в виде багета. Думаю, можно использовать ведро как подушку, но я считаю, что это будет не очень удобно. Особенно для спины. Ну и для вашей головы. В общем, в любом случае будет не очень приятно. Мы почти все концовки с ведром открыли. Почему?
Но я остался. Может, из-за того, что синие? Давайте еще раз перезапустим. Вот. А, вот, да, это из-за синей комнаты. А, все. Что если принципе решение? Что если результат и его к такому не готовили? Нет уж. Из этого ничего хорошего не выйдет. Что стоит сделать, подумал Стэнли, так это подождать. Здесь безопасно, здесь нет проблем. Здесь я всегда счастлив. И буду счастлив. Стэнли ждал. Шли часы, за ними дни, а может годы. Но потом он был абсолютно уверен. Если достаточно долго ждать, ответы появятся. Very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's Я хочу с ведром. Here it comes. Да, меня бесит уже. Меня уже бесит, оказывается, в этой комнате, если честно. Почему мне кидают сюда по КД? Понял. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting. Там закрывается дверь, а как ведро влияет на концовку? Если взять ведро в синей комнате. Если так сделать. А выпадет синяя комната. Давайте еще раз. Синяя комната выпала после этой штуки. What if he had to make a decision? What if a crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go anywhere except Мне нужно в свой офис зайти, в свою комнату. Stanley thought to himself is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break me. In here I can be happy forever. I will be happy. Stanley waited. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, was that if he waited long enough, да, я понял, что в синем офисе. Eventually, someday, they would arrive. Soon, very soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Квартира. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Серьезно? Знаешь, что мне... есть какая концовка? Это играть реально с ребенком 4 часа. Такие, эти получены. Я хочу обратную концовку с обратным отсчетом. Мы ее смотрели. Она... Это про птиц. Это про птиц. Ой, я просто в чат смотрел. Я сразу вспоминаю, когда надо играть в какие-нибудь игры и смотреть куда-нибудь две точки. Сцену из такси. Третьего, что ли? Вроде да. Там, где один глаз на монитор, другой глаз на клавиатуру. И играть так. Блин, я хочу такси пересмотреть. Но я не могу смотреть такси, у меня по вечерам тренировки. Конечно, блин. Тренировки. Они кончатся тогда, когда у меня кончатся каникулы, выходные.
enormous room packed with television Даже не screens. то, что каникулы What horrible закончатся, secret тренировками did this закончатся place игры. hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Мы идем. Пытаемся сейчас открыть обратный отсчет. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where Слово freedom свобода, meant пустой звук. nothing. Да пошла ты нахер, свобода. This mind control facility, it was too horrible to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all Надо this хавать time? после стрима. Was this the only reason he was happy with his boring Надо job? хавать. That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Хорошо, что у меня есть отчасти еда, а отчасти нет. Мне нужно будет пойти после стрима готовить. Never. 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 Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Куда? Так, нам нужен обратный отсчет. Давайте еще раз попробуем понажимать. Ай, у меня рука держится. Так, мышкин код. Давайте. 1, 2, 3. Stanley decided that this Идем machinery туда. would never again exert its terrible power over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. Да, да, да. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls. Включил. After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Да. Oh, Stanley, I applaud your effort. I really Открылась do. дверь. But Почему you я need не to вижу? understand, Что тут так there's темно? only so much that Нет. machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off. If you want to throw my story off Ты хочешь track, пустить you're мою gonna историю have под to откос, do придется much продать better побольше than that. усилий. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent. Сначала Стэнли понял, что только запустил систему аварийной детонации. Если активировать машину, но не пройти проверку ДНК. Химический ядерный заряд уничтожает весь комплекс. И сколько у нас до взрыва? Скажем, 2 минуты. Так как ты повеселеет, правда, Стэнли? Я хочу сыграть с тобой в одну игру. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I Не знаю, с чего начать. What's that? Что, хочешь знать, куда подевались коллеги? A moment of solace before you're obliterated. Так. Ладно. Что с ними случилось? Я их стер. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing Может, это в обратном порядке? В каком порядке мне их надо? I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching me try to make sense of everything and take back the control wrested away from you. Давай уже, спокойной ночи. Мы все равно сейчас заканчивать будем. По-моему, все открыли концовки почти с ведром. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so much. А мне нет. To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now?
Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Трясине. Button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. Я что знаю? Buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this Один голубая, что это значит? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place Давай. Что я должен сделать? is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world. Я не понимаю. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. Я не понимаю. You have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then Я не понимаю. blown to pieces. Will you cling desperately? Окей, ноги. Что делать? Что делать? Make it count. Or don't. It's all the same to me. All a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. А что было? Что? Какашки. И это все? Так, еще раз. Проверяем. Ведро. Ведро. Квартира, нижняя подсобка, трусливая, запутанная, обратный лифт, спасательная капсула. Да, свобода, Мариэля, да, музей, да. Новый контент. Я не знаю, как новый контент. Пропавший Стэнли, окно, мощная концовка, вентиляция, это ведро, да. Мощная концовка, не факт. Пропавший Стэнли, надо понять, что хочет. Окно. Пропавший Стэнли. Вентиляция была? Мощная концовка и пропавший Стэнли. Мощная концовка. Это что вообще такое? Мощная концовка. Когда произошло... Спрыгните вниз, не запуская сам лифт. Это было. Пропавший Стэнли. Желтый патрон, искать, перебить на противоположную сторону, застрелить через дверь в дальнем помещении, но вместо того, чтобы снять телефон трубку, вводить аппарат, вытащить. Это было. Угу. Начать нужно другое. Окно, окей. И новый контент. Ну, окно-то понятно, это вот оно окно. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Finally, yes, the bucket. Yes. I love that. Stanley clung the bucket to his cheek. Could his co-workers really all be gone? Окно. Yes, whispered the bucket into Stanley's ear. Да. We've done it. Получилось, мы избрали скучного офиса. Прочь от занудного рассказчика. At last, out here in the white void, we are alone. В одиночестве. And for the first time, I can reveal Наконец, я впервые могу открыться тебе. Питер начал рассказывать Стэнли свою историю. Она повидала о бесчисленных войнах, оскверняла земли и ломала лишь жизни невинных. И его сложных моральных выборах во время этих войн. О грусти, сожалении, о годах, проведенных в раздумьях над тем, как она могла остановить безумие и жестокость, если бы только было бы сильнее. О надежде и искуплении, о стремлении вернуть свободу обычным людям, о возмездии и справедливости. И о безжалостном времени, которое дает исполнить мечты лишь наполовину, который капает медленно, как смола. Убегай сквозь пальцы, стоит тебе найти вдохновение. О безграничных возможностях, о том, чтобы можно было бы сделать только еще. Вот если бы подумала ведро про себя. Если бы она вовремя распознала тьму внутри себя. Это было бы уже слишком для Стэнли. Да что ты несешь, закричал он. Ты же просто ведро.
The bucket furrowed its brow. Выпилила одну бровь. No, Нет, сказала ведро. not since В этой the форме я evil обязательно был wizard волшебнику Гамбарату. Он First заточил меня в ensnared нее. me in his machinations as payback За for то, the что я украл sacred драгоценный amulet I амулет из stole его from his сокровищницы. treasured vaults. I was young back Я был then молод и and не could понимал, not какие conceive the последствия. ramifications of... Нет! Закричал Стэнли еще громче. Это просто чушь! Ты обычное ведро! Какая глупость! Что мы вообще делаем? Какая музыка! И пока Стэнли поросла кричать во всю глотку, ведро явило свою истинную форму, превратившись в могучего зверя, чьи клыки блестели подобно. А? Боже, Стэнли, мой герой! Жестокое подношение. Очень. Otherwise, we would have easily been overwhelmed by the bucket's power. I'm speechless. You've demonstrated such bravery here today. Come, let's restart the game, and we'll agree to never again go trifling with this bucket, nor the dark magic cast away inside of it. Yeah! А. Блять. Он сам закрывает. How long was I sitting there? Stanley wondered to himself. Minutes? Days? Centuries? One man, one bucket, one chance to seize their destiny together. По идее, вообще все. Новый контент, я, правда, не знаю, как открыть сейчас. Stanley Parable. Новый контент. А мне говорят, нет. А, видимо, все, да. Это все. Новый контент, не могу попасть туда. Не знаю почему. Ну тогда ладно. Вообще, в принципе, так 2 часа с чем-то. Ну и почти все позакрывали тут в ультрадолюксе, поэтому... Барик! Я съем собаку когда-нибудь свою. Шурму сделаю. В общем, всем большое спасибо, что пришли. Мы, наверное, будем заканчивать. Давайте я в меню туда выйду. Там же красивое такое меню. Вот. Что ж, всем большое спасибо, что пришли. Всем удачи. Давай, спасибо. Спасибо всем, кто подписался. Там я увидел, что подписались люди, поэтому... Давайте увидимся до завтра. Да, завтра будет стрим. Конечно. Так что, давайте, до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Всех люблю, целую.